Этот урок полностью практический. На основе знаний предыдущего второго урока мы соберем генератор плавных шумов, который разнообразнее, чем Gaussian Noise или Perlin Noise. В конце урока я добавил небольшой бонус. Я улучшил данный генератор и покажу вам его преимущества. Вы можете попробовать это сделать самостоятельно, либо скачать прикрепленные файлы к данному уроку. Там это все будет. И посмотреть более подробно, как я это сделал. Давайте в этом уроке мы соберем полностью генератор плавных шумов наподобие Gaussian Noise, который мы можем применять в наших графах и который будет выдавать приблизительно такие результаты, да? То, что мы делали на прошлом уроке, мы оставим. Я создам новый граф. Давайте даже не новый граф, а новый проект. Я это удалю. Давайте я закрою все ненужные вкладки. Так, это я пока оставлю. Давайте мы назовем его Bell Noise, так как он будет у нас на основе Bell. Я возьму FX мапу, сделаю ее grayscale, черно-белый. На вход подавать я ничего не буду, потому что сам Bell у нас присутствует вот здесь вот. То есть мы можем использовать его тут. Нам понадобятся переменные. Давайте думать, какие. С прошлого проекта мы использовали итерацию. Количество итераций. Это у нас будет amount. Это будет целочисленное число. Давайте сразу же его поставим на 1000. Здесь поставим максимум 2, минимум 1. Ограничивать не будем все эти значения. И давайте сразу же зайдем сюда. Создаем ноду iterate. Делаем ее выводной. И уже в iteration выставляем нашу переменную amount. И теперь у нас здесь нарисовано 1000 беллов, да? 1000 форм. Давайте сразу пока уменьшим размер, чтобы не перегружать FXMap. Так, и первое, что мы делаем, рандомный разброс. Float 1, рандом по X, рандом по Y. Собираем все это в координаты и выводим наружу. У нас происходит большое количество засветов. И так как FXMap у нас 16-битная, то у нас максимальное значение по X, по RGB единичка. Переключаем в base параметр output формат на 32 бита. И сейчас у нас расширяется диапазон. Мы видим, что у нас засветы есть. И мы их видим. Поставим пока ноду max min. Минимальное значение, скорее всего, тут число 0. Максимальное значение 7,9. Дальше. Если мы поставим Auto Levels и после него сделаем Levels и уйдем из 32 бит в 16, то таким образом мы дальше позаботимся об оптимизации. Сейчас мы видим, да, что достаточно похоже на форму Gaussian Noise. Скорее всего, это практически одно и то же, потому что pattern size у нас одинаковый. А в Gaussian Noise используется одинаковый размер форм. Но мы будем делать размер форм разный.
Давайте создадим еще две переменные. Даже уже три получится, наверное, еще. Смотрите, максимальный размер max size. По умолчанию он у нас будет, давайте 1,2 равен. И давайте мы сделаем это реально максимальным значением, потому что может просто зависнуть при больших значениях скейла, может просто зависнуть сам дизайнер или вылететь у вас программа может. Я думаю, 0,5 по размеру, размер белла в полэкрана, этого будет больше, чем достаточно. Хотя давайте поставим, ладно, поставим 0,75, хорошо. Давайте как по золотому сечению поставим 0,618 тысячных. И скопируем это на максимальный размер. И здесь поставим какое-нибудь минимальное число. Пусть будет вот так. Так, максимальный размер у нас задан. Минимальный размер. Минимальный размер у нас будет меньше. Помним, что у нас раньше была 1/32. Чему это приблизительно равно? 1 разделить на 32. 3 сотых, да? Давайте поставим пока здесь 3 сотых по умолчанию. Давайте максимальное число поставим на 0,5. Минимальное пусть будет 0. Хорошо. Ну, хотя 0 не очень хорошо. Давайте минимальную поставим хотя бы вот так вот. Пока залочим наш промежуток. Потом, может быть, мы его исправим. И теперь мы сделаем size power. Помним, да, что он нам помогал увеличивать либо уменьшать большие или маленькие формы. Size power. По умолчанию пока будет на единице. Максимальное значение. Давайте поставим максимальное. Пусть будет 10. Минимальное. Да хотя мы пока не будем ограничивать максимум и минимум. Оставим пока так. Тогда давайте поставим максимальное 4. Вот так. Все, теперь заходим в наш размер. Pattern size. И пытаемся здесь что-то сделать. Так, по умолчанию пока поставим, чтобы работало все. На 0,1,0,1. Пусть пока показывается картинка. Так будет веселее. Итак, берем все наши переменные, которые мы сделали. Max size есть. Min size есть. И power, size power есть. Мы помним, что у нас минимальный size и максимальный size мы использовали через ноду линейной интерполяции. И если я сейчас поставлю здесь через единичку рандом и включу ее сюда, то у меня рандомно от минимума до максимума будут формы показываться. Так, у нас мы видим, что выход нужен float 2, поэтому делаем пока float 2. И делаем вывод. У нас очень большой засвет идет. Поэтому давайте на выходе мы будем смотреть Auto Levels. И плюс ко всему сразу же давайте мы настроим все выходы, чтобы видеть на 3D виде. Так, Normal.
АО. Давайте поставим 0,2. Output Ambient Occlusion. Здесь поставлю Levels. И уже после Levels Output Height. И мы помним, что у нас был достаточно темный Base Color, поэтому мы использовать будем свой. Base Color и поставим тут достаточно светлый цвет. И выведем это на 3D вид. Так, пока не впечатляет. Потому что у нас всего-навсего amount 1000. Если мы поставим 10 тысяч, то уже что-то интересненькое. Давайте мы вот здесь запиним сейчас выход с автолевелсов и его перекинем наверх, чтобы можно было смотреть финальный результат. Так, теперь давайте подключим нашу переменную sizePower. Мы помним, что мы ее подключали через ноду Power. Возводили в степень рандомное число. Посмотрим, как у нас все работает. Так, sizePower, если увеличим, у нас будут уменьшаться больше мелких частей. Кстати, в прошлый раз было наоборот, по-моему. Сейчас уменьшаем больше крупных частей. Да? Давайте поменяем, чтобы, если мы увеличиваем sizePower, то больше крупных будет. То чтобы было больше крупных частей. Мы просто сейчас вот здесь поменяем местами это все. Max Size и Min Size. И поставим вот таким образом. И теперь, если мы sizePower уменьшаем, то у нас появляется больше мелких частей на нашем шуме. Давайте попробуем в наш граф добавить дополнительную одну октаву и посмотрим, что из этого может вообще выйти. Так, давайте посмотрим, покрутим настройки. Ну, в принципе, неплохо. Даже очень, я думаю. Так, а без нее? Да, без нее совсем плохо. Вот так вообще, так очень интересно. Очень интересный шум. Поэтому давайте добавим еще одну опцию. Еще один параметр. Октавы. Это будет integer. И пока у нас 2 октавы, мы поставим минимальная 1 октава, максимальная 2. И тут будем сейчас использовать ноду Switch. В свече мы возьмем переменную getInteger, которая отвечает за октавы. Итак, если октава
больше единицы, к примеру, то правда. Если меньше единицы, то ложь. Больше единицы правда у нас идет левой по умолчанию. Давайте еще раз откроем пустой switch. Left по умолчанию, я так понимаю, это правда. Мы сейчас выясним. Если больше единицы, то у нас подключается вторая октава. Если меньше единицы, то только одна октава. Давайте проверим, как у нас работает. Так, октава у нас одна. Переключаем на 2. Нет, все наоборот, да. Значит, нужно следовать рисунку. То есть правая часть это правда, левая это ложь. Меняем местами. Поменяем вот так вот. Значит так. Так у нас 2 октавы. Так 1 октава. Все заработало. Но если уж мы начали работать с октавами, я предлагаю сделать еще и 3 октавы. Давайте просто сдублируем вот эту часть. Подключим так. Таким образом и вот так. И теперь у нас будет срабатывать третья октава только тогда, когда у нас октав больше 2. Здесь у нас больше 1, мы поставим больше 2. И вернемся в нашу функцию. Поставим тут максимальное количество 3. Включим clamp на true. Проверяем. Проверяем наши октавы. Так, вот. Превью. Так, первая октава. По-моему, тут 2 октавы у нас. Не сработало что-то, да? Вторая октава. Не сработала. Третья октава. Так, третья октава заработала, по-моему. Да, третья заработала, третья не сработала. Вторая не сработала. Первая. Так, где-то у нас ошибка. Давайте смотреть. Итак, если у нас октава 1. Вот она. Вот она ошибка. Нам надо подключить левую часть вот сюда вот. Вот. Вот сейчас все заработало. Смотрите, октава 1 работает. Октава 2 работает. Октава 3 работает. Сохраняемся. Теперь смотрите. Когда у меня третья октава, я вижу, что, скорее всего, самая большая октава у меня практически не видна тут. За счет того, что у нас происходит автолевелс, у нас она становится очень пологой. Давайте попробуем на каждой октаве использовать Color Luminosity. То есть на самой большой октаве Color Luminosity у нас будет на максимум. На меньшей октаве Color Luminosity давайте уменьшим на 0,5. Давайте не на 0,5, 0,66 поставим. А самая мелкая октава Color Luminosity у нас будет 0,33. Давайте посмотрим, что у нас выйдет в итоге. Ну, мне кажется, вот так более органично как-то смотрится. Появляются большие формы. Пропало вот это вот однообразие формы. Форма стала более разнообразной. Значит, нам нужно придумать какую-нибудь функцию, которая автоматически бы уменьшала
которое бы по нашему желанию уменьшало бы маленькие октавы сильнее, а большие слабее. Давайте также сделаем через Power, попробуем. Мне кажется, это через Power получится. Во-первых, создадим переменную. Так, у нас был Size Power, а это будет Lume Power. По умолчанию пусть будет на единичке. Максимальная пусть будет 4. И сейчас думаем. Хотя давайте я сейчас вас познакомлю с одной переменной. Я открою обычный квадрант. Пусть будет это у нас паттерн квадрат будет у нас. Сделаю вводной нодой. Я вижу, что у нас единичка, да? И сейчас, если я добавлю еще один квадрант наверх, сделаю его вводным, у нас цвет уменьшился. Давайте добавим еще один. С тремя сейчас разберемся. Итак, вот здесь в самой нижней октаве мы зайдем в Color Luminosity. Так, во-первых, давайте запомним, какой цвет у нас сейчас тут стоит. У нас сейчас тут стоит 0,33. Давайте зайдем в Color Luminosity. Возьмем GetFloat. И в GetFloat, если мы откроем, ну, во-первых, мы видим, что у нас тут наши переменные есть, а есть еще переменные программные у нас. Time, Depth, Depth Power 2 и Number. Вот последние три нас интересуют. Я еще не рассказывал ни про одну из них. Но давайте откроем сначала, познакомимся сначала с Depth. И выведем ее в качестве цвета. Давайте даже не в качестве цвета, потому что по умолчанию у нас не единица был. Давайте все через Size это пройдем. Давайте паттерн Size использовать. Возьмем GetFloat и возьмем Depth. Используем двухмерную вектор и сделаем вывод. Давайте посмотрим, что у нас происходит. Максималка у нас единица. Давайте разделим на единицу сейчас. Сейчас я просто визуально хочу это показать. Я хочу переменную эту визуально показать. Во! Визуально получилось. И мы видим, что если бы размер был единица, то он был бы равен вот так вот. Значит, здесь depth равняется 2. Давайте пометим здесь. Depth равен 2. Давайте сделаем еще одну ветвь. Сделаем ее выводной нодой. И мы видим, что здесь сейчас поместится уже два квадрата между ними. То есть здесь depth равняется 3. И далее вполне очевидно, что все это зависит от октавы. 3, 2, 1, 0. То есть переменная depth означает, грубо говоря, номер октавы, если они нумеруются с нуля. Я думаю, это нам подойдет к нашему случаю. Давайте я здесь помечу, что в этом квадранте depth будет равняться нулю. В этом квадрате depth будет равняться единице. И в этом квадранте depth будет равняться 2. И теперь, если мы
допустим, будем использовать переменную def как степень двойки, то 2 в нулевой степени нам даст единицу, 2 в первой степени 2, 2 во второй степени 4. Я думаю, это достаточно интересно сейчас будет. Давайте подключать переменную def. Возьмем функцию power и сделаем ее выводной нодой. Подключим то же самое сюда. И то же самое сюда. Только я неправильно подключил. На самом деле у нас тут получается вот здесь color luminosity равен единице, здесь 2, а здесь 4. А нам нужно color luminosity уменьшать, поэтому нам нужно единицу разделить на это число. Смотрите. Извиняюсь, что запутал. Мы возьмем и единицу разделим на это число. Копирую. Вставляю. Копирую. Вставляю. Копирую. Так, только у нас что-то ничего не происходит. Меня это немножко пугает. Пугает, потому что у меня превью не было включено. Итак. Так, Lum Power мы еще не подключали. Октавы. Смотрим. Октавы сейчас заработали более интересно уже, да? И мы видим, что на третьей октаве у нас достаточно интересный рисунок появляется. Появляются большие формы и малые. За счет того, что вот здесь вот у нас Color Luminosity 1, здесь 1/2, а здесь 1/4. И теперь давайте подключим нашу переменную Lum Power. Зайдем сюда. И здесь получится... я хочу добавить float 1. И через линейную интерполяцию подключить переменную. Возьмем getFloat, наш Lum Power. Все, и уже ее мы делаем выводной нодой. И вот такую функцию мы можем уже продублировать на все остальные октавы. Сюда. И в последнюю сюда. Итак, готово. Единственная поправочка. Lum Power у нас будет работать от 0 до единицы. И залочим это значение. Давайте проверять. Так, превью. Это Lum Power 0. Это значит, у каждой октавы Color Luminosity на единице. И если мы начинаем двигать Lum Power в сторону единицы, то у нас получается нижние октавы, мелкие части становятся не такие яркие, а крупные наоборот выделяться. Вот мы видим, что крупные начинают выделяться. Вот таким образом. Давайте немножко наведем порядок. У нас одна и та же функция использовалась в Color Luminosity в каждой октаве. Поэтому мы ее можем
отдельно записать как функцию. Я копирую. Здесь я выбираю создать новые функции, новую граф-функцию. И вставляю сюда все. Проверяю, есть ли тут доступ к переменной depth. Выбираю getFloat. Нет, к переменной depth у меня доступа нету. Поэтому нам придется ее обозначить тут. Я нажимаю 2 раза на пустом месте. И вот здесь вот в функции создаю input. Пусть будет он у нас depth. И уже поменяю нашу переменную на depth. Сделаю это выводной нодой. Так, LumPower, по идее, должен работать. Не, LumPower работать не будет. Переменную LumPower тоже надо вывести. Поэтому я создаю еще одну переменную. И также ее называю. Ничего страшного, что то же самое название. В функциях имена переменных не пересекаются. Так. getFloat. Все, вроде все работает. Так, функцию мы сделали. Давайте назовем ее LumPower F function. Заходим в наш граф. И уже здесь внутри заходим в каждую октаву. И вместо нашей вот этой части мы вставляем нашу функцию. Делаем ее вводной. И в принципе вот это вот мы уже можем скопировать на все остальные части. На все остальные октавы. Этим самым мы делаем гибче наш граф. Мы можем потом зайти в функцию. Поменять алгоритм самой функции. И все будет меняться. И все автоматом поменяется везде. Во всех октавах. Просто у нас тут их 3. А если бы у нас было 33, было бы сложнее. Так, у нас пропал объем. Возвращаем его. Сохраняемся. Дальше я предлагаю в масштабе сделать настройку масштаба по X и по Y. Это нам придаст небольшую анизотропию. Давайте создадим две переменных. Size X и Size Y. Они у нас максимально будут единице равны, минимально нулю. Поставим ограничение на них. И заходим в октаву. Итак, заходим в Size. И здесь я хочу вызвать все эти переменные. Здесь будет Size X. Здесь Size Y. И прежде чем делать двухмерный вектор, я буду перемножать x на size x, а y на size y. И сделаем то же самое для остальных октав. Так, тут у нас, по-моему, все то же самое. Я вот думаю, создавать тут функцию для этой части или нет. Наверное, нет, тут не будем.
отдельную функцию тут создавать не будем. Так, все сделали. Давайте проверяем, к чему это нас приведет. Смотрите, у нас появились эти настройки, и сейчас, если я буду уменьшать x, мы увидим, что у нас появляется такая растянутость по оси y. То есть x у нас становится намного меньше y, и поэтому происходит такое изменение. Мы можем настроить min size, потому что они очень маленькие, да, чуть побольше сделать их. Как-нибудь вот так вот. И у нас появляется такой достаточно интересный шум. И давайте сейчас добавим еще переменную поворота. Rotate. Мы будем использовать float, и здесь метод, здесь поставим угол. По умолчанию 0. Окей. Заходим в FX мапу и выбираем Pattern Rotation, выставляем Rotate. Rotate. И еще раз Rotate. Проверяем на превью. Проверяем работу поворота. Так, все работает. Ну и, конечно, создадим, наверное, последнюю. Это переменная Rotate Random. При единичке у нас будет максимальный разброс. При нуле у нас будет угол стремиться к текущему ротейту. К текущему повороту. Как вы уже догадались, скорее всего, я это буду делать через линейную интерполяцию. Давайте заходим в функцию поворота. Мы возьмем Rotate Random. Итак, у нас есть текущий поворот, и нам нужен рандомный поворот. Рандомный поворот у нас, вот он, есть. Но он у нас только положительный. А если положительный, он у нас будет поворачиваться только в одну сторону. Либо по часовой стрелке. Положительный, по-моему, против часовой стрелки поворачивается. Чтобы сделать рандом, разброс по часовой стрелке и против часовой стрелки от текущего угла, нам нужно сделать разброс рандома не от 0 до единицы, а от минус 0,5 до плюс 0,5. Поэтому я беру, добавляю float 0,5, вычитаю из него рандомное значение. И вот здесь сейчас у нас диапазон от минус 0,5 до плюс 0,5. И теперь все это можем умножить на 2, чтобы было от минус единицы до единицы. Все это у нас рандомно. Рандомный поворот. Если у нас rotate random равен нулю, то будет использоваться поворот. Поэтому мы берем линейную интерполяцию. Поворот у нас входит в первый слот, когда x равен нулю, а рандомное число во второй слот. Но только рандомное число мы будем прибавлять к текущему повороту. Скорее всего, это так будет. Рандомный поворот к текущему повороту. Да, я думаю, это верно будет. И делаем выходную ноду. Все это опять копируем. Да, давайте просто это скопируем.
Перейдем сюда в Rotate. Это удаляем. Вставляем здесь. И точно так же в самом нижнем квадранте мы меняем значение. Дальше. Проверяем нашу работу. Итак, рандомный поворот на максимуме. Если мы рандомный поворот поставим на минимум, у нас сейчас сохранится наш угол поворота. Кстати, я смотрю на угол поворота и смотрю на угол поворота вот здесь вот. И происходит какое-то несовпадение, да? Угла. Давайте поставим на 0. Так у нас получается... Мы же использовали size x. А если мы будем использовать size y? И сделаем поворот. Да, сейчас сходится поворот. Я волновался, думал, где-то ошибка. Нет, ошибки нет. Давайте сделаем еще сильнее уменьшим size y, чтобы было максимально понятно сейчас. Все наши формы смотрят в одну сторону. И увеличивая Rotate Random, у нас они должны делать какой-то разброс. Разброс достаточно сильный, поэтому давайте зайдем сюда, в поворот. А вот если бы я сделал функцию, я бы все поменял в одном месте. Давайте так и сделаем. Давайте создадим еще одну функцию в графе. Я это скопирую. Выбираю Substance Function Graph. Копирую это сюда. И вот эти две переменных я объявляю функции. Значит, первая переменная Rotate. Она у нас подхватилась. Вторая переменная. Давайте я скопирую прямо ее. И вставлю сюда. И она у нас сразу подхватится. Да, подхватилась. Все, и делаю эту ноду выводной. Функция у нас готова. Возвращаемся в Bell Noise. Давайте вот это окно мы закроем. Здесь я поставлю запиню, чтобы не пропадал наш граф. Не нажимать по 10 раз клавиши. И теперь в Rotation я добавлю нашу функцию. Так, Rotate Random сюда. А это все удаляю. Делаю это выводной нодой. Так, и теперь я это копирую. И вставляю в остальные части. Сюда. И сюда. Так, здесь уже вставлено. Вот здесь еще нету. Это я удаляю. И сюда. Все, теперь если я захочу настроить чувствительность вот этого вот поворота, то есть сейчас он очень сильный.
Я просто зайду в Substance Function Graph. Кстати, я не переименовал. Давайте переименуем. Это у нас будет Rotate Function. У меня программа спрашивает, что эта функция используется в 3 местах. Переименовать ее там или нет. Переименовываем тоже, чтобы она подхватилась. Все, и в самой функции я считаю, что вот это умножение на 2 надо убрать. У нас будет рандом от минус 0,5 до 5, от минус 0,5 до плюс 0,5. А возможно, кстати, может быть даже... Давайте мы здесь сделаем меньше единицы значения. То есть это такой своеобразный коэффициент будет рандомного поворота. И сейчас он будет более плавно изменяться. Угу. Да, видно, что не так сильно. Если мы поставим на единичку, то у нас очень сильные происходят изменения. Опять scale у нас пропал. Давайте вернем. Вот таким образом. Так, Lume Power у нас стоит сейчас на единице. Так, если на 0 поставить, то будет таким образом. Так, вроде все работает, да? Октавы 2. Ой, октавы 3. Давайте попробуем 2 поставить. Угу. 1. Так. Давайте подумаем, что еще сюда можно добавить. Сначала давайте наведем порядок. Так, во-первых, мы добавим группу size и закинем туда все, что касается size. Все, что касается размера. Количество октав мы перекинем чуть выше. Там, где у нас количество итераций. Size X и Y тоже относится к size. Так. Rotate. Сделаем группу Rotate. И закинем сюда Rotate Random и Rotate обычный. Lume Power давайте поднимем наверх. Смотрим превью. Превью у нас уже достаточно компактное стало. Вот здесь у нас Size, здесь Rotate. И наверху настройки октав, амаунта и Lume Power. Так, а если Lume Power поставить на двойку, мы его залочили, да? Вот мне интересно, если мы разлочим его, и я поставлю здесь 2, что произойдет? Произойдет непредсказуемый результат. Нет, давайте все-таки поставим замок. Так, и, наверное, надо просто добавить еще сейчас, я вот думаю, добавить сюда max просто size или нет. Хотя давайте добавим. Сделаем переменную size. Size global. Пусть это будет у нас в группе size. И мы поставим ее на самый верх, чтобы она у нас была вверху, size global. Size global сейчас равно единице. Если будет больше единицы, у нас все формы будут увеличиваться. Давайте перейдем в превью. И в режиме превью... Так, вот это мы удалим. Это нам не нужно. Перейдем в size. И давайте здесь мы просто возьмем и скалярным произведением перемножим на
на наш size global. Этого будет достаточно. Если size global будет меньше единицы, формы будут уменьшаться. Здесь то же самое. Скалярное произведение. getFloat. Size global. И давайте в последнее просто скопируем. Вот таким образом. Давайте посмотрим, что у нас в итоге получается. Попробуем амаунтов поменьше сделать. Lume Power, если мы поставим на 0, будет у нас Color Luminosity на каждой октаве одинаковый. Октаву, если на 0, то вот таким образом происходит. Показывается шум. Давайте протестируем наш size global. Если мы увеличим в 2 раза, мы видим, что у нас формы увеличились, да? Дальше. Size Y вернем на единицу. И формы стали более гладкие. Size Global возвращаем на единичку. Достаточно много у нас получилось опций для шума. Как бы в них в самих не запутаться. Minimum Size. Да, очень много опций. Тут можно делать достаточно большое количество шумов. Так, и Rotate сейчас проверим. Random Rotate убираем. Угу. Так, все работает. Я думаю, можно его запускать в работу. Давайте я сейчас скопирую наш граф, переименую его как тест. Тест. Тут мы будем тестировать нашу форму, да, которая была изначально. Три октавы, Lume Power на единичку. Угу. Давайте поставим тут, допустим, 3000. Size поставим не на двойку, а на 1,5. 1,3, я думаю, нормально будет. Пусть по умолчанию будет. Добавим Apply Current Setting as Default. По умолчанию в тесте будут такие настройки. И его в атрибутах сделаем таким образом, чтобы он не попал нам в SBSR файл и не попал в библиотеку. Это у нас просто тестировочная схема, тестировочный граф. Точно так же по функциям. Функции использовались только в нашем графе, поэтому мы точно так же в атрибутах поставим, чтобы в библиотеке функции эти не попадали. И заходим в наш основной граф. Удаляем наши аутпуты. И ноду max, min-max. И делаем здесь просто обычный output пустой.
Сохраняемся. Все, если мы создаем новый граф, мы можем перекинуть сюда наш noise. И уже с ним работать. Давайте по умолчанию сделаем его более веселым. Так, у нас превьюшные значения небольшие. Давайте поставим здесь 4000, к примеру. Октав 3 будет. Так, 4000 октав 3. А, вот запиненный граф. Я думаю, где он появляется. Убрали. Распинили его. Так. Давайте rotate поставим на 0. Rotate random на 0 тоже. И size x и y оставим на нуле. Ой, оставим на единице. Остальное size global на единичку поставим. Max size и min size. Min size, наверное, сделаем чуть поменьше. Ну и оставим так. Сделаем это как текущее значение по умолчанию. Если мы зайдем в граф, закинем нашу ноду, то по умолчанию нам как раз у нас будут вот эти значения. Количество миллисекунд зависит от итерации, естественно, и от размера форм. То есть, если мы сделаем меньше итераций, мы видим, что у нас миллисекунд меньше нужно на просчет. И также, если мы уменьшаем форму, мы видим, что у нас сейчас достаточно быстрый шум уже. Интересно, есть у нас тут четко черные части? Если мы возьмем max, min, max, да, минимальное значение 0 есть, где-то присутствует. И если увеличим, мы можем посмотреть. Нет, все равно где-то есть. Где-то не появляется. Вот в этом месте не появляется. Я думаю, мы можем просто сделать количество амаунтов вот так вот. Давайте больше. 3. Да что ж такое? Все равно черное пятно есть. Так, а если совсем психануть? Так, конечно, есть. У нас же там внутри AutoLevels. И AutoLevels на автомате делает минимальное значение 0. То есть где-то хотя бы 1 пиксель, но нулевой есть. Поэтому я не буду сейчас этим заниматься. Я оставлю небольшое значение амаунта, чтобы шум был не очень тяжелым. И вот такой вот шум уже можно использовать в своих целях. Наравне с Gaussian Noise, наравне Clouds 2 и Perlin Noise. Все эти шумы, они очень мягкие. Спустя несколько дней я решил немножко улучшить шум. Наш Bell Noise. И я сделал целых 3 версии. Ну, тут получается, да, целых 3 версии. И мы рассмотрим сразу последнюю. Что я тут улучшил? Смотрите, давайте мы зайдем внутрь. Первое, что я улучшил, это то, что можно сюда добавлять форму. То есть, если у нас был изначально Bell, то мы можем сюда добавлять любую другую форму, и эта форма будет работать вместо Bell.
Но по умолчанию здесь стоит Bell. Давайте мы сейчас подключим к нашему графу и посмотрим. То есть я могу взять какую-нибудь пирамиду, хотя пирамида тут уже есть. И вот пирамида у нас, давайте мы сделаем рандомный угол. Пирамида у нас делает вот такой шум. Дальше. То есть я добавил возможность добавлять сюда любую форму. Не обязательно пирамиду, потому что на самом деле пирамида тут уже тоже можно вставить. Я добавил форму по умолчанию. Это обычный shape. И вот здесь в паттерне мы выбираем. Смотрите. Вот здесь shape. Здесь можно выбрать параболоид, Bell, Gaussian, Torn и пирамиду. 5 основных форм, из которых можно сделать нормальные шумы. Но также, если вас не устраивают эти 5 штук, можно вставить что-то свое. Это первое. Второе, я добавил сюда октавы. Если у нас было 3 октавы раньше, сейчас тут 5 октав. То есть сейчас у нас не 3 уровня тут. Давайте зайдем внутрь в FX мапу. Не 3 уровня, а 5 уровней. Дальше. Что я еще добавил? Я еще добавил здесь небольшой возможность сгладить шум. Что было раньше? Смотрите. Если мы не будем использовать шумодав наш. Так, давайте я его отключу. Я его отключу. И смотрите, если мы посмотрим на нормалку, при увеличении, мы видим тут какая-то пиксельность получается. А если мы еще подключим курватуру потом, вот такой шум непонятный. И если его сгладить немножко, вот я сейчас включаю наш шум, и он у нас, получается, сглаживает. И нормалка получается более-менее сглаженная. Это у меня старинная нода. Я делал сглаживание пикселей по ближайшим 24 пикселям. Возможно, она у меня не оптимизированная. И, скорее всего, не оптимизированная, потому что это было очень давно. Но она работает. Либо можно взять и использовать Blur High Quality. То же самое. Можно подключить, посмотреть. И у нас пропадает вот эта пиксельность. Видим, да? Так. И, наверное, на этом добавления все закончились. Сейчас давайте проверим. Да, скорее всего, все, больше тут я ничего не добавлял. Я добавил шейпы, блюр и октав количество октав до 5. И этот шум я добавлю в архив к файлам. Вы можете посмотреть, ознакомиться. Возможно, вы сами начали уже это делать и сравните результаты, которые я сделал, которые у вас получился.